Студия T-Rex Design исключительно благодаря IC Екатеринбург, ссылка в описании, представляет. Студия T-Rex Design приветствует своих болельщиков. Сегодня минус 32, и я иду на работу пешком. Каждый раз, двигаясь в сторону своей мастерской, я прохожу мимо таких примечательных мест Верхней Пышмы, как, например, военный музей. Вот здесь он начинается, вот продолжается и заканчивается только вот там. А за ним сразу музей автомобильной истории. Но самая главная достопримечательность Верхней Пышмы, вон там за мостом, это студия T-Rex Design. Если вот здесь везде хранится история техники, то там, в стенах студии T-Rex Design, творится будущее техники. Так вот, исторически это был дизельный чайзер на коробке автомате и с задними сиденьями. Потом задних сидений он лишился коробки автомата, лишился дизельного двигателя. Сейчас здесь стоит коробка от GTR и двигатель 3UZ, который получил компрессор. В неразжатый двигатель вдувалось 0,5 избытка, и при этом он выдавал 650 ньютонов момента и 490 лошадей мощности. Все было отлично, но в будущем автомобиль этот получит турбо, за которым владелец обратился ко мне, и вот это турбо. Сразу же была поставлена задача, чтобы вся эта система была разборная, и чтобы коллекторы из двигателя можно было снять, не снимая двигателя, что не так уж просто и накладывает определенный отпечаток на конструкцию всей вот этой системы. Далее, двигатель 3UZ вообще никогда на чайзере не стоял, и поэтому места под V8 там вообще нет. И уложить, особенно вот с этой стороны, как вы видите, вот слева, все вот эти трубы было крайне сложной задачей. Зазоры там в некоторых местах по 5 миллиметров. Уложено все очень четко. Выход с Вестгейта изначально был задуман на улицу, но опустить его просто вертикально вниз никак не получалось из-за того, что с турбины идет маслослив. И места там совершенно не оставалось, и маслосливу было просто пройти негде. Даже без этого нам пришлось вырезать часть лонжерона, чтобы уместить вот этот вот загиб трубы, потому что все это не помещалось. В общем, компоновочка оказалась очень плотная. Материал, из которого сделана система, это нержавеющая сталь. Сначала 3 мм, остальное идет по 2 мм. Сами фланцы, которые прикладываются к голове, они сделаны из черной стали, вырезаны на лазере. Турбина аналог 35-го Гаррета на шариках. В результате система эта должна дуть столько же, сколько дул и компрессор, но без потерь на привод компрессора. То есть КПД должно вырасти, мощность должна увеличиться, и, собственно, в этом вся и задача. Кстати, в финале эфира у вас будет возможность послушать звук этого коллектора. Ну а сейчас начнем ту часть, где я, собственно, занимаюсь изготовлением всей этой дуры. Вот у нас есть вот такие отводы, которые пойдут прямо на выход из головы. Вот так вот они пойдут, вот так вот и вот так вот. Но у этих отводов есть лишняя часть, как можно заметить. Поэтому вот здесь вот надо как-то взять и ловко отрезать. Ну, болгаркой это ровно можно отрезать, конечно. Но металл толстый, резать довольно тяжело, держать неудобно, в тесах зажимать тоже может выскочить. Поэтому я применил некоторую хитрость. Прихватил отводы к трубе, выставил вот здесь ограничитель, чтобы резы были одинаковые. И берешь станок и хлопа, запускаешь его и начинаешь резать.
получается одинаково и ровно. Получаем вот такие штучки, которые пойдут вставать вот так вот, и к ним уже будет привариваться труба. Главное не забыть изнутри все очень аккуратненько обработать, убрать все заусенки, чтобы никакого металла здесь лишнего не было, чтобы потом не удивляться, откуда в моей турбине столько опилок и почему она вдруг не работает. Теперь довольно хитрая история. Нужно в трубе вырезать вот такие же отверстия, чтобы у нас подходили вот эти раннеры, чтобы их можно было приварить. А главное, нельзя ошибиться с расстоянием между ними, потому что окна выпускные у башки уже не подвинуть, и все должно совпасть, быть ровненько, чтобы не пришлось заваривать никакие зазоры дурацкие. Как, собственно, смотрим вот здесь. Здесь все ровненько, все отлично, никаких зазоров, все точно подогнано. Даже вот такая вот загугулина. Как без фигурной резьбы по нержавейке, вот приходится выпиливать болгарочкой вот такие вот замысловатые формы, чтобы потом эта форма сложилась вот так вот и пришла вот в такое положение. Вот так надо, чтобы было. Без трехмерного воображения, твердой руки и верного глаза такую штучку не очень-то просто сделать. Чистенько, аккуратненько. Готово. Вот такая красота. Вот, все совпадает. Такая хитрая загугулина необходима нам. Сейчас я буду прихватывать. Можно спросить, а где же поддув, как я буду это поддувать изнутри аргоном. А вот здесь вот у меня есть штуцер, который выходит прямо из стола. Все, я уложил детальки вот так вот. Аккуратненько, все на место. Сейчас здесь заклею. И можно будет прихватывать. И шов будет изнутри чистый. И удача будет нам сопутствовать. Подгоняем сужение для первого отвода, чтобы он был ровненький, потому что диаметр тут иначе получается немножко разный. Вот отверстие вырезано. Осталось всего немножко подогнать. Все встает ровненько. Длина отлично выбрана. По ширине сейчас я размечу дополнительно и подрежу, и она уже встанет. Будет ровно и отлично. Ну вот, отверстия. Это не то, что я их напильником пропилил, просто я сейчас убрал все заусенки. Повторюсь, опять же, у вас турбина. Если в нее что-то прилетит, это будет очень-очень неприятно. Вот, ничего нет. А, нет, вот, есть, вот. Лишняя проверка никогда не помешает. А если вы боитесь порезаться, значит, что-то у вас там не так. Значит, опасность есть. Так, все должно быть отлично. Вот, так это выглядит. А теперь мы берем и одеваем это на наши
раннеры. Вот так. Вот. Вот. Все отлично. Все точно. Не знаю, как камера берет, но зазоров практически нигде нет. Вот эту трубу мы приварим в конце. Я под нее подгоню немножко рез и поставлю ее уже на место. Вот, все подогнано. Вот для чего я, собственно, сейчас на прессе развальцовывал трубу, чтобы к гофре она встала ровненько-ровненько. Вот так вот, красивенько. Информация к размышлению для тех, кто желает сэкономить. Вот дорогая труба, хорошая. Даванули ее на прессе, развальцевали, все отлично. Вот дешевая труба. Только начали ее давить на прессе, произошло что? Произошла лопина. Соответственно, если ставить ее на турбо, ну такая труба неизвестно как себя поведет. Может ее и порвет даже. Поэтому вот вопрос экономии. Почему хороший коллектор стоит дорого? Потому что вот эта труба стоит ощутимо дороже, чем вот эта. Но результат, я думаю, видно прекрасно. В этом месте на ускоренной записи прекрасно видно, как тянет металл при сварке. Когда ставишь точки, вот точечка, его потянуло, точечка потянула. Хороший сварщик всегда учитывает вот это вот термическое поведение от сварки. А то бывает поначалу, когда ты еще молодой сварщик, очень обидно. Ты систему на прихватках собрал, все у тебя ровно, все точно попадает. Потом ты все стыки обварил, ставишь систему на место, а опа, она уже не попадает. И вот снова у нас заготовка стоит на волшебном месте, где из стола дует аргон. Сейчас я ее прихвачу. После того, как прихватили вот здесь трубы, здесь вот в этом месте оказываются здоровые щели, потому что выход на турбину квадратный. Но это решается достаточно несложно. Прижимается деталька к столу. Берем, прикладываем вот такой молоток кругленький и делаем вот так.
В результате получаем ровненько, аккуратненько, красивенько. Можно варить, пользоваться и радоваться. Поехали. Сварить этот пай получилось так, что ничего изнутри обрабатывать не пришлось. Все шовчики гладенькие, все отлично, все ровненько. Но вот когда пришло время вваривать выход на Вестгейт, то вот тут вот стала очень большая проблема проварить шов вот в этом самом месте. Поэтому видео сварки выхода на Вестгейт я оставил практически целиком. И тут будет видно, что обычной газовой линзой сварить это место, ну, совершенно нереально. Пришлось использовать одну штуку, которую я купил давно, но особо применять как бы ее не приходилось. И в самый момент отчаяния, когда я уже думал, что ну все, ну никак мне не проварить этот стык, я вспомнил, что у меня есть волшебная штучка, которую, собственно, я и применил. Вот я ее достаю, ставлю. И хоть она, конечно, и упростила весь этот процесс, но, блин, но сварить все-таки этот стык было крайне сложно. Варил обратным углом, и было достаточно хитро. Ну и, собственно, проварить даже фланец на этом пайпе, ну, было непросто. Потому что, опять же, в этом месте, где фланец турбины, фланец Вестгейта, места, ну, практически не оставалось. Но опять же, все получилось ровно, красиво, ничего обрабатывать не пришлось. Обратная сторона шва великолепная. Но это все еще присказка. Это все еще заготовка для всей этой системы турбо. А вот когда пришло время все это вписывать в автомобиль, вот тут мне стало уже совершенно не до видео. Ибо вписать все эти трубы в крайне ограниченное пространство моторного отсека Чайзера было, ну, очень весело. Вот так вот примерно все это выглядит. Такие загугулины, такая красота, зазорчики в некоторых местах, ну вот реально по 5 миллиметров, вот между двигателем и трубой. К счастью, двигатель в кузове установлен жестко, что позволяет сделать зазоры между кузовом и всеми этими трубами крайне небольшим. Но возни с укладыванием всей этой красоты было просто море. А стоит поставить радиатор, как вся эта красота просто где-то пропадает. Радиаторы это зло. А закрываешь капот, так и вообще как будто ничего с этой машиной не делали. Обидно. За сим прощаюсь с вами. Всем удачи. Пока-пока. Чуть не забыл. Я же обещал дать послушать звук этого коллектора. Так вот, слушаем. Выходим. Берем коллектор. Еще один момент.